Доброго времени суток. Приветствую своих подписчиков и простых зрителей моего канала. Это наконец-таки пришла моя вторая посылка с сайта Computer Universe. Наверное, из названия видео вы поняли, что содержимое посылки это видеокарта Aorus RTX 2080 Extreme. Сейчас я вскрою посылку, так же как и первый раз, первой посылки, и покажу содержимое, вскрою видеокарту и покажу подписчикам, зрителям канала комплектацию, соответственно, и содержимое посылки, как это все упаковывается, как это все приходит, чтобы было все наглядно и было понятно в случае, если кто-то тоже захочет заказать, чтобы заранее знал, чего ожидать. Коробка также уже вскрыта, так как я ее вскрывал на почте и проверял содержимое, то есть все ли нормально, все ли хорошо. В общем, как видите, опять достаточно большое количество бумаги, соответственно, ну, так уложено аккуратно, чтобы во время транспортировки амортизировать, то есть, чтобы не было никаких повреждений внутренних коробки. Внутри это инвойс, значит, инвойс моей покупки. И, соответственно, здесь еще есть вот такой приятный сюрприз. Это купон на 10 евро от магазина Computer Universe для меня на следующую покупку. Ну, неожиданно, но приятно. Спасибо, Computer Universe. Вот наша виновница сегодняшнего видео, видеокарта Aorus. Так же, как и материнскую плату, я решил купить видеокарту именно от этого производителя. Ну, соответственно, знаете, потому что буду настраивать в будущем подсветку RGB, чтобы все, как говорится, друг другу соответствовало. И, как говорится, никаких таких неприятных сюрпризов не было. На лицевой как бы, стороне коробки, что здесь мы видим? Значит, указание, то, что здесь есть функция RGB Fusion. WindForce, об этой функции я расскажу чуть позже. Значит, 8 гигабайтов памяти, GDD6 и 4 года гарантии, значит, при регистрации на официальном сайте. Давайте перевернем коробку. Значит, здесь показано, в принципе, отличие, преимущество данной видеокарты. Данная видеокарта выпускается в двух вариантах. Есть вот этот вариант Extreme, более, так сказать, навороченная, уже разогнанная с фабрики. Значит, чем она отличается от обычной Aorus RTX 2080? Значит, на этой карте есть на бэкплейте вот такой вот логотип компании Aorus, который тоже он светится RGB подсветкой. Значит, и, соответственно, у этой видеокарты тактовая частота сразу же с завода разогнана до 1890 МГц. Вот эта система WindForce. Значит, здесь видеокарта, она с тремя вентиляторами, два боковых вентилятора диаметром 95 мм, центральный 85 мм. WindForce, значит, что это означает? Значит, два крайних вентилятора, больших вентилятора, они вращаются в одном направлении, а центральный, соответственно, в другом направлении, что, значит, не позволяет создаваться завихрению и, соответственно, лучше, значит, обдувает радиатор и, соответственно, лучше охлаждает видеокарту. Также у нее здесь очень мощная система охлаждения VRM, видите, то есть здесь указано, что вокруг чипа очень мощные, значит, термопрокладки, которые, соответственно, тоже позволяют очень эффективно охлаждать данный чип. Есть также внутри упаковки, сейчас я вам покажу, специальный холдер, то есть это подставка под видеокарту. Для чего она нужна? Так как видеокарта, она сама очень, в принципе, такая, ну, для видеокарты она довольно-таки тяжеленькая, весит, значит, 1374 грамма. Соответственно, чтобы текстолит не прогибался, когда вы ее фиксируете горизонтально на видеокарте, краешек
значит, этой видеокарты можно подпереть вот этим самым холдером, подставкой, чтобы карта не провисала, соответственно, и сама не повредилась, и не повредила вашу видеокарту, то есть материнскую плату. Значит, здесь на видеокарте, видите, присутствует, значит, 3 HDMI выхода, 3 дисплей порта и 1 USB Type-C для подключения VR. Значит, в принципе, я думаю, что уже здесь, в принципе, ничего такого интересного не осталось. Про во всем я рассказал. Давайте вскроем, посмотрим, что же внутри. Надо перевернуть. Угу. Как всегда, в коробке еще одна коробка. Как матрешка. Значит, вот такая вот коробка внутренняя. Открываем. Здесь нас встречает конверт. Что в конверте? Посмотрим, что в конверте. Значит, в конверте, скорее всего, какая-то макулатура. Ну, это также информация о гарантии, если вы зарегистрировался на aorus.com. Наверное, я это сделаю, когда буду собирать систему. Установочный диск для этой видеокарты. Потом информация о портах. И, соответственно, на разных языках это Graphic Card Quick Quit. То есть это значит, информация о быстрой установке. Правильной быстрой установке данной видеокарты в систему. Конвертик можно положить обратно. Так. Посмотрим, что здесь. Вот здесь уже у нас сама видеокарта, упакованная в антистатический пакет. Здесь такой вот логотип интересный. Он самоклеющийся на 3М. Значит, можно будет наклеить его на системный блок в будущем. Что здесь? Здесь, значит, у нас вот тот самый холдер, то есть это подставка, как бы такой сказать, держалка для видеокарты, которая собирается из 3 частей. Вот они здесь. Здесь как бы нижняя часть и вот верхняя часть, да, то есть как бы доставать, в принципе, сейчас я не буду. Ну, в принципе, здесь все наглядно видно. Да, я думаю, что в видео, когда уже буду собирать свою систему, все это наглядно буду показывать, все это использовать. И сама наша красавица, видеокарта. Давайте мы ее достанем. Когда я проверял ее на почте, я обнаружил, что данный пакет почему-то поврежден. Я уже ее проверял. Здесь вот у нас был такой вот разрыв. Соответственно, я так понял, что на почте или на таможне наши так сказать, великие таможенники пытались, наверное, определить, что это такое, что за чудо-юдо такая непонятная вещь для них, наверное. Они, наверное, так ее или во время, как говорится, упаковки повредили, и вот так вот пакет он порвался. Потому что пломба, в принципе, она не тронута. Я не думаю, что с Computer Universe они бы послали бы такую вещь. То есть, как бы, но я думаю, что, скорее всего, это сделали наши уважаемые таможенники. Сейчас я вскрою пакет уже с нормальной стороны. И достану ее. Вот она, красавица. Вот, значит, у нее, значит, такая одна из самых красивых RGB подсветок в своем классе. Видите, у нее даже на вентиляторах присутствуют специальные диоды, которые при вращении создают очень такой красивый эффект. Также светится вот этот вот логотип центральный, также светится вот этот логотип и, соответственно, тот логотип, который на бэкплейте, о котором мы говорили, то есть который был нарисован на упаковке. Вот он тот же самый, такой же. Значит, здесь, как мы видим, присутствуют те порты, о которых я говорил ранее. Значит, наверху 3 по порта HDMI.
Здесь 3 дисплей-порта и, соответственно, один порт этот USB Type-C для подключения VR. Сейчас на них, соответственно, резиновые заглушки. Также есть порт NVI, новое поколение, да, это уже пришло на замену слайд подключения. Да, здесь, значит, еще здесь, видите, есть специально есть такой диод FunStop. Еще одна функция этой видеокарты заключается в том, что до 40 градусов, если температура чипа меньше 40 градусов, вентиляторы они останавливаются, то есть чтобы не создавать лишнего шума. Соответственно, когда температура поднимается выше 40 градусов, система она подключает вентиляторы, и, соответственно, этот значит, диод он тухнет, то есть его уже становится не видно. Вот такая вот у нас получилась видеокарта. Значит, я сейчас покажу, по чем она мне обошлась. Значит, вот данный инвойс, на котором вот видно, что этот заказ я сделал 8 марта 2019 года. Вот указана видеокарта. Стоимость на тот момент была 748 евро 74 цента. Доставка через DHL 59 евро 4 цента. Соответственно, почему такая сумма? Потому что я, в принципе, эта видеокарта, она как раз таки стоила 807 евро в общей сложности. И это, в принципе, практически это один месячный лимит, который дозволено заказывать на одного человека в течение месяца в нашей стране. Ну, я имею в виду Азербайджан. Так, ну, с инвойсом мы ознакомились. Значит, почему именно этот вариант RTX 2080? Так как я в начале видео сказал, что я купил материнскую плату от Aorus, также решил взять материнскую видеокарту тоже Aorus, чтобы сочетание было как бы полноты сборки, да, как бы, чтобы не хотелось собирать как-то из разных комплектующих, потому что зачем нужно прибегать к разным комплектующим, когда есть, в принципе, хороший вариант у одного производителя. Вот этот 2080, RTX 2080, я считаю, и не только я, в принципе, вы можете посмотреть на YouTube и на разных сайтах, это наиболее оптимальная по мощности видеокарта на сегодняшний день. RTX 2080 Ti, да, она сейчас считается топовой, эта карта предтоповая. 2080 Ti, она там мощнее, конечно, но она гораздо дороже. И гораздо дороже настолько, что она не покрывает, эта разница в цене, она не покрывает разницу в мощности. Получается очень излишняя значит, оплата, переплата, вернее. Да. И, соответственно, переплата излишняя там в магазине, плюс переплата здесь на таможне еще 36% сверх, потому что эти карты, они стоят уже за $1000, то есть и выше. Поэтому решил остановиться именно на этом варианте, оптимальном, чисто под мои задачи. В описании к этому видео я добавлю все ссылки необходимые для получения более подробной информации. То есть это будет ссылка на сайт изготовителя, на котором вы сможете посмотреть все характеристики, все преимущества данной видеокарты, данной модели. Также будет ссылка на сайт Computer Universe, с которого была приобретена именно эта видеокарта. Также в описании будет присутствовать код на 5 евро скидки от меня для моих зрителей. То есть, воспользовавшись, там будет 3 кода, вы можете взять любой один понравившийся, и при первом заказе, там, где вы будете выбирать вид оплаты, вы увидите снизу поле для введения промокода. Вы можете использовать этот мой промокод в своем первом заказе и получить 5 евро скидки от своего заказа. Соответственно, если вам данное видео понравилось, пожалуйста, подпишитесь на мой канал, поставьте лайк. Это поможет мне развивать канал, делать его более интересным. Будет продолжение этой серии, то есть это моя вторая посылка.
на подходе третья, вот-вот должна поступить. Там у меня будет уже не одно, а 3 комплектующих. Они в цене чуть-чуть дешевле, поэтому, соответственно, я смог уложиться в лимите и собрать 3 комплектующих в одну посылку. Также будет видеоотчет о содержимых этой посылки. И, соответственно, я надеюсь, что данное видео будет вам полезно. Пишите комментарии. Обязательно я сам при первой же возможности отвечу на все вопросы, которые интересуют моих подписчиков, зрителей каналов. Хотел бы, чтобы это видео, в принципе, каким-то образом помогло тем людям, которые, может быть, сейчас выбирают модель, не знают, что купить. То есть, ну, в принципе, с теми же самыми проблемами столкнулись, с которыми когда-то столкнулся и я. Я тоже, в принципе, пересмотрел очень много видео на YouTube, прочитал очень много отзывов и остановил свой выбор именно на этом варианте. Да, я его не тестировал еще, это еще будет в будущем, когда я соберу полностью свою систему. Отдельно я выложу уже другое видео именно по работе данной видеокарты. Сейчас мы говорим просто о характеристиках, о тех, которые заявляет фабрика. Под конец этого обзора, этого видео я хотел бы поблагодарить подписчиков и простых зрителей этого видео, значит, о том, что досмотрели это видео до конца. Подпишитесь на канал, если вы еще не подписаны, потому что дальше будет еще интереснее. Вы вместе со мной пройдете этот путь от А до Я, то есть от покупки от простых комплектующих до сборки конечного топового компьютера, значит, купленного с компьютера Universe. Будет видео именно отдельно посвященное сборке данного компьютера. Поэтому, пожалуйста, подпишитесь, поставьте палец вверх, если видео вам понравилось, если оно было полезным, поделитесь им со своими друзьями, близкими, кому может быть полезна данная информация. Напишите комментарии, если есть какие-либо вопросы по данному комплектующему, по данной видеокарте. И, в принципе, ждите следуущего видео. Долго ждать не придется, не как вот это второе видео, практически целый месяц прошло с того момента, как я выложил первое. Желаю всем зрителям данного видео всего хорошего. Берегите себя, своих близких. Продолжение следует.